Я уже 10 лет глаз не сомкнула. 60% людей, которые жалуются на бессонницу, как правило, спят уже нормально. И это все генетическая лотерея. Как карта легла. Сколько бы этой сове выговоров на работе не устраивали, все равно будут опаздывать. Ковальзон Владимир Матвеевич, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, один из ведущих исследователей сна в России. Проблема недосыпа действительно сейчас одна из главных проблем в обществе. Связь с развитием Альцгеймера, связь с развитием онкологии. Вот полная чушь. Напугать – это тоже коммерция. Заставить человека жрать мелатонин столовыми ложками – тоже коммерция. Снотворные, они бьют по такой системе мозга. Мы ломаем. Но спать в среднем надо 7-8 часов. Это все еще в силе. Полная чушь, как и все остальное. Я, размышляя о сне, иногда думаю, что с эволюционной точки зрения это выглядит вообще супер каким-то странным и неэффективным решением для людей. То есть люди проводят в состоянии сна огромное количество времени. Это время, которое тратится как будто бы напрасно. И еще и в состоянии большой уязвимости. А что уязвимости? Мы же не на улице спим, не в лесу. Что у нас уязвимого в спальне? Раньше же люди тоже спали всегда. Ну, я не знаю, когда племенами жили, охотились, тоже ведь спали. Это другое дело. А вы не знаете, как они спали? Может, они спали по-другому. А как? Ну вот это вопрос. Вот исследование животных показывает, что они очень по-разному спят, очень по-разному. И хотя не спящих совсем не обнаружено, постоянно не спящих, не обнаружено млекопитающих, действительно показывает, что. Но с другой стороны, это разброс настолько велик. Вообще наука о сне, она очень молодая. До середины 20 века вообще науки о сне фактически не было. Друзья, привет! Короткая просьба. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите нас и подпишитесь на наш канал. Количество подписчиков часто имеет значение для гостей, когда они выбирают, куда пойти на разговор. Ну и нам тоже будет очень приятно. То есть люди судили о сне, так сказать, чисто просто такие, вы говорили, спекулятивно такие, натурфилософские рассуждения. Вот. Появилась методика энцефалографии и появились способы изучения сна. Но эта методика применялась только либо на людях, на здоровых и больных, либо на лабораторных животных в лабораториях. Это, значит, кошки вначале шли, потом появились крысы и мыши. Ну и на основе этого делались глубоко идущие глобальные философские выводы о том, для чего он нужен, как он в эволюции появился. Вот то, о чем вы говорите. А на самом деле, когда стали исследовать сон в естественных условиях и у разных видов животных, оказалось, что разброс колоссальный. Вот недавняя замечательная работа была, в 2016 году опубликованная, была сделана на африканских слонах. Вот они показали, что вообще слонихи слонятами, они только 2 часа в сутки, они боятся нападения львиц, которые охотятся на слонят, а львицам тоже нужно кормить своих детей, понимаете, дикая природа. 2 часа в сутки. Они и в зоопарке мало спят, на это давно обращали внимание ученые. Ну, то есть вы предполагаете, что в прошлом люди тоже, возможно, спали мало? Или чередовались? Да. Вообще, надо сказать, что человек относится вообще к сравнительно мало спящим животным, потому что большинство животных все-таки проводит во сне половину времени суток, то есть средние 12 часов. А человек проводит во сне 8 считается в среднем. Так что мы и так-то мало спящие. Это вполне возможно, что наши предки еще меньше спали, потому что они, так сказать, боялись, сами понимаете. Там было чего бояться. Вот. Нам бояться нечего, мы уже спим побольше, но все равно это немного по сравнению с домашними животными, скажем, с кошками, собаками. Они проводят во сне, они приспосабливаются к ритму человека, конечно. Исходно кошки должны ночью бегать, мышей ловить и птичек, а днем спать. Но они приспосабливаются, днем бегают за хозяином, выклянчивают у них еду, и приучаются спать ночью. И, тем не менее, если поставить все часы, которые проводят домашние кошки и собаки во сне, это больше 12 часов. Постоянные зрители знают, что я давно интересуюсь генетикой. И чем больше я погружаюсь в эту тему, тем яснее становится, что рано или поздно каждый житель нашей планеты сдаст генетический тест.
Так почему бы не проинвестировать в себя сейчас и не получить раньше других уникальные знания о себе? Недавно я узнала про компанию Atlas, которая стала для меня настоящей находкой. Они создают полезные, научно обоснованные генетические тесты, которые помогают лучше понять свой организм и, по сути, получить инструкцию к более здоровой и эффективной жизни. Что же именно можно узнать из расшифровки своей ДНК? Например, есть ли у вас наследственные риски по здоровью? Насколько у вас хорошо усваиваются те или иные витамины? Есть ли у вас непереносимость лактозы или глютена? Какой стиль питания и тренировок подойдет именно вам? И даже, какая у вас индивидуальная норма кофеина и насколько вероятно развитие бессонницы? И все это в удобном и красивом личном кабинете с понятными объяснениями и рекомендациями. И главное, вы получите бесплатную консультацию генетика онлайн, без скучного врачебного языка, с фокусом на то, как применить все полученные знания о себе на практике и прямо сейчас начать жить более эффективно, здорово и осознанно. Специально для наших зрителей Atlas делает скидку 2000 рублей на любой генетический тест по промокоду ZoomPro. Чтобы активировать скидку, просто введите промокод ZoomPro при оформлении заказа на сайте. Узнайте, как устроен ваш организм, чтобы больше не плыть по течению, а начать осознанно управлять своим здоровьем и ресурсами. Все ссылки в описании. Коротко, могли бы вы обозначить основные какие-то области, что нам дает сон, зачем мы спим, что во время сна происходит с нашим телом, с нашим сознанием? Это сейчас самый вот такой вот вопрос. И здесь сходятся совершенно непримиримые точки зрения. И вот я в последнее время, вот я раньше был сторонником тоже такой, ну, более вообще принятой такой, более такой традиционной точки зрения, что во сне перерабатывается информация, которую во сне мы получаем. Но вот данные, полученные последние годы, вот в 21 веке, вот, я все эти данные подвел, у меня опубликовал статью в 2024 году в журнале «Эволюционная биохимия и физиология», там опубликовал статью, где собрал все эти данные, разложил их по полочкам, показал, что с этой точки зрения невозможно объяснить. Традиционная точка зрения, общепринятая, которая вошла в сейчас в обыденное сознание, сейчас и простые люди часто говорят, что вот мы во сне там что-то такое там, то, что... Они не укладываются и не противоречат всей этой. А вот такая экологическая гипотеза, которой в мире придерживается всего несколько человек. И вот я перешел на эту точку зрения, и сейчас все больше и больше разрабатываю, убеждаюсь, что она мне, моей точке, по-моему, она верна, и в дальнейшем, так сказать, уже после нас, следующее поколение, видимо, придут к этому и дальше это все разработают. Потому что иначе невозможно объяснить тот колоссальный разрыв и в количестве сна, и в, так сказать, структуре сна, а также некоторые виды патологии, когда вот людей в особых случаях патологических, когда были зарегистрированы люди, у которых не было либо быстрого сна, либо обеих фаз сна, либо его очень мало, и ничего не меняется у человека, он прекрасно живет, понимаете? И, значит, в отличие, скажем, от проблемы организации циркадианных ритмов, внутрисуточных ритмов, которая блестяще изучена, все детали, все гены, все. И Нобеля получили, значит, первооткрыватели в 2017 году. Вот, в 2017 году. В отношении сна ничего этого нету, неизвестны гены, неизвестно, как это возникло. Мы можем предполагать только, что медленный сон возник на основе состояния покоя низших позвоночных, вот, значит, хладнокровных животных. Но состояние быстрого сна вообще не укладывается никуда, оно откуда-то с другого области пришло. Это тоже колоссальная загадка биологии, может быть, главная загадка исследований сна. И для чего это нужно, непонятно. Поэтому сейчас все это под огромным вопросом. Но единственное, вот с моей точки зрения, вот, которая я знал, что это некая такая была попытка эволюции избавить животных, наших предков, ну и наших человекообразных предков, и первых людей, которые жили в дикой природе, минимизировать возможность столкновения с вот этими самыми вредными, о которых мы с вами упоминали, с этими угрожающими внешними факторами. То есть речь о том, образно говоря, что если целый день животное или человек мельтешит, так сказать, вернее, целую ночь, они же большинство млекопитающих ночные, вот, всю ночь он будет мельтешить,
Понимаешь, что он обязательно, или кто-нибудь его съест, или с кем-нибудь он столкнется, значит, каким-то своим даже соплеменником, но более сильным, который будет территорию свою, и так далее, и так далее. В то время, когда ему не нужно там заниматься поиском пищи там, или там, скажем, поиском полового партнера, оно будет где-то затаиться, и будет, потому что это, кстати, покоящееся животное, оно для хищника или другого вообще, она пока невидима практически. То есть цель как бы обезопасить немного. Да. Да, Хотя бы сократить то время, когда ты потенциально можешь попасть в беду. да, совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот это, казалось бы, такая простая мысль, но она очень тяжело доходит. В общем, и все, значит, подавляющее большинство даже моих коллег никак не хотят это воспринимать. Они уверены, что какие-то есть очень важные вещи, которые во время сна происходят, но они ищут эти вещи уже полвека и ничего не могут найти. Понимаете? Вот. Все, что происходит во сне, может произойти и в бодрствовании. Кстати, если вы хотите поддержать нас не только бесплатно, вы можете стать спонсором нашего канала здесь на YouTube или оформить подписку на Boosty. Это поможет нам выходить чаще, а вы получите доступ к новым выпускам на 2 дня раньше официального выхода. Конечно, какие-то процессы в нашем организме, мы же в это время не умираем, мы же живем. Какие-то процессы происходят во сне, они во времени синхронизируются с процессами сна. И, конечно, если мы лишаем себя сна, мы какие-то процессы в организме нарушаем, естественно. Но это не потому, что они зависят причинно от процессов сна, а потому что они зависят во времени от этих процессов. И постепенно это может нормализоваться. Куда девается в этот момент сознание? Ну, то есть мы же как бы мы теряем свою какую-то вот эту субъективность, вообще Что такое понимание сознание? себя. Определение сознания еще более сложно, чем определение сна. Понимаете? Определения сознания до сих пор нету. Психологи спорят до значит, потери вообще здравого смысла о том, что такое сознание. Понимаете? Или, например, можно, например, сновидение отнести к сознанию. Понимаете? Вот, а некоторые считают, что нельзя. И тогда получается, а что такое сновидение? Это же, мы же живем в сновидениях. Это же яркая эмоциональная жизнь, частично запоминается. Ну, подождите, вот смотрите, можно я скажу прям супер простыми словами, вот самого такого обывателя. Мы засыпаем. Вот я себя чувствую, как будто меня как прибор просто выключили из розетки. Дальше я не ощущаю время, я не слышу звуки, я не двигаюсь. Открываю глаза, уже утро. Вы знаете, вам так кажется. Это вам так кажется. Делось? Вот когда мы проводили исследования на здоровых испытуемых, у нас была такая работа, одна была сделана кандидатская работа в лаборатории, когда в молодости работал. Будили испытуемых здоровых в разные фазы сна и спрашивали, сколько времени прошло от начала сна. И вы знаете, значит, там есть интересная закономерность. Значит, вы, наверное, знаете из моих лекций, да, что наша ночь не монотонна. Она делится на фазы. Что делится на циклы, во-первых, полуторачасовые циклы у взрослого. Первый цикл, цикличность – это самое главное проявление вообще отличия живого от неживого. Все живое, оно внутренне циклично, оно имеет внутреннюю цикличность. Значит, циклично, циклы полуторачасовые. Внутри цикла каждого есть две фазы. Фаза медленного сна без сновидений и фаза REM-сна или быстрого сна или парадоксального сна, по-разному называется, со сновидениями. И вдобавок фаза медленного сна, она тоже сложная, там разные картины в электрической активности головного мозга. И, значит, там насчитывали, ну, там сначала первая классификация довоенная была 5 стадий, потом 4, а сейчас вот по последней классификации Американской академии сна 3 стадии. Значит, еще 3 стадии есть. Так вот, значит, если вы будете в третью стадию, самую глубокую стадию медленного сна, когда огромные дельта-волны в энцефалограмме, то человек, время сна резко сокращается. Иногда он говорит, я еще не спал, я еще не успел заснуть. А он уже проспал и храпел. То есть он в этот момент не ощущает, сколько времени прошло. Недооценка, резкая недооценка времени сна, да. Но когда вы будете его в конце фазы быстрого сна, наоборот, у него вероятность из-за протекающих сновидений растягивается. И поэтому, если вы разбудили человека по завершении цикла, он более-менее адекватно оценит, сколько он проспал. Понимаете? Поэтому отсчет времени исчезает. И это, между прочим, важнейшее психологическое отличие естественного сна от, скажем, наркоза, комы, фармакологического сна, сна там пьяного, который, и так далее. Вот. И потому что сознание не выключается. Понимаете, мы помним, что но просто оно изменяется. Вот во время медленного сна человека разбудить, спросить, что было в голове. Если в стадии 2, то он обычно отчитывается, что какие-то мысли бродили о прошедшем дне, там, о том, о сём. Если сразу вот его разбудить, тут же. Потом проходит несколько времени, он уже забывает.
А если его возбудили в стадии 3, то он часто говорит, что что-то было, но уже не помню что. А когда вы будете в стадии быстрого сна, если вам это удалось не так просто, то он отчитывается, как правило, о эмоциональных сновидениях. Ничего себе, как интересно. Многие сегодня задаются вопросом, как сделать свой сон здоровым и комфортным. Молодой российский бренд товаров для сна нового поколения Darwin решает эту задачу за вас. Впервые в России Darwin запатентовал и представил подушки будущего Cells. Они дарят сон в невесомости. Их легко мыть, и они будут служить вам вечно. За счет креатива, подачи, клиент-ориентированности Darwin стал номер 1 по охватам в соцсетях, является самым быстро растущим брендом в нише подушек и матрасов. Но Darwin — это не только про инновации, это прежде всего про качественный сон. Ведь именно он основа жизни, физического, психоэмоционального здоровья, ну и вообще двигатель прогресса. Только для наших зрителей Darwin дарит скидку 15% на любые подушки. Так что скорее переходите по ссылке в описании и сладких снов! Владимир Матвеевич, вот смотрите, для меня было большим удивлением узнать из ваших лекций и подкастов, что жаворонки и совы — это не просто какая-то попсовая расхожая байка, а реальная ситуация, что люди делятся на жаворонков. Я была уверена, что это просто какая-то народная, так сказать, мудрость. Кстати, крупнейший специалист живет в Берлине, это самый Аркадий Путилов, можете пригласить его на студию, он вам расскажет, потрясающий, он один из крупнейших в мире специалистов как раз по совам, жаворонкам и циркадианным ритмам. У него книжка есть замечательная, популярная «Совы, жаворонки, другие люди». Это реальная вещь, это заложено в генах. Большинство людей это голуби, так называемые, которые могут быть и совами, голубями, в зависимости от того, какие требования к ним предъявляются. То есть они могут адаптироваться без вреда для себя и безболезненно. Да. Если они военные там, или врачи, они жаворонки. А если они театральные актеры, они совы. Но они могут перейти в другой режим со временем, конечно. А совы и жаворонки не могут адаптироваться. Они не есть могут врожденные совы и жаворонки. Вот их вы не переделаете. И сколько бы этой сове выговоров на работе не устраивали, все равно будет опаздывать. Понимаете? Он не может, он так устроен. Он с утра никакой. Понимаете? А к вечеру он расходится. А жаворонки наоборот. Они с утра полны бодрости, чем раньше их будет, тем им лучше себя чувствуют. А 7-8 вечера он уже никакой. Все. То есть это можно по себе определить чисто по своему состоянию. То есть насколько тебе тяжело вставать, насколько легче засыпать. Известно, с какими генами это связано, все это раскрыто, в каких семьях это бывает. Причем есть Путилов, он выделяет еще другие хронотипы. Это долго спящие совы, коротко спящие совы, долго спящие жаворонки, коротко спящие жаворонки, долго спящие голуби, коротко спящие. То есть там еще внутри такие есть подразделения. И это все генетическая лотерея, да? То есть как карта легла, ты вот такой родился. Да, так как вы будете. Вы уже это не переделаете. Так есть ощущение, что весь наш мир, он подстроен в целом под жаворонков. Означает ли это, что совы заранее в проигрыше по всем фронтам? Да, совершенно правильно. Так же, как весь наш мир построен под правшей. Вы знаете, а левшам очень трудно в нашем мире, никто о них не думает. Если его в детстве, так сказать, не переделали, не научили правой рукой работать, он все время беспомощный, потому что он все время, все, что ему подает, все под правую руку. Также мир заточен под жаворонков, совам очень непросто в этом мире. И есть примеры, так сказать, сов, которые отличались высоким интеллектом, но не смогли сделать, так сказать, себя реализовать именно из-за того, что их все время прессовали. Кстати, одним из удивительных сов в истории был Декарт. Как он это реализовался, я не знаю, потому что он в армии служил. И биографию я читал, удивительно вообще. Правда, там в армии он служил под началом какого-то своего родственника, дяди, что ли. Может, его дядя, так сказать, ему спускал. Давал ему выспаться. Да, потому что он, значит, он был сова и вдобавок долгоспящий. А как стало известно, что он был совой? Это его собственные признания? Здесь такой образ жизни, он весь день что-то там кемарил, был никакой, а ночью при свече, там, при свечах садился писать. И чуть не до утра писал, до глубокой ночи. Знаете, вот. Так что были в истории такие, это не связано. Даже есть некоторые такие исследования, что в среднем интеллект у сов якобы несколько даже выше, чем у жаворонков, но это, по-моему, ерунда. Вот. Интересно. Какое соотношение в мире процентуально, кого больше, жаворонков или сов? Ну, вроде бы, по опросам, значит, 30% это совы,
но сколько среди них псов врожденных, сколько среди них псов приобретенных, неизвестно. А процентов 60-70 это жаворонки или голуби, может быть, так вот, которые вот. Ну, в общем, конечно, большинство людей это либо хотя природных жаворонков, по некоторым тоже данным, вроде наоборот меньше, чем природных сов. Это вопрос темный. Пока не будут внедрены такие методы объективного массового контроля, вот сейчас как раз в Америке уже появились такие первые устройства, которые можно дома использовать. Это не те браслеты, которые одеваются на руку или на палец, которые вообще ничего, это сплошной обман, а который на голову одевается браслет. Вот. И вот такой браслет, конечно, который на голову одевается, он зарегистрирует энцефалограмму и движение глаз. Вот. Он, конечно, может дать достаточно хорошую индикацию сна, которую можно использовать даже врачу. Как понять, что я сова, а не у меня просто настолько сдвинулся режим, что я привык засыпать в какое-то определенное время, очень позднее, и потом, естественно, не могу рано встать? Вот как определить, что у меня просто плохой режим или я действительно сова? Перейти на другой режим, посмотреть, как вы будете себя чувствовать, как вам будет. Понимаете? Если будет чувствовать себя лучше, значит, это режим вам подходит. Если у тебя хуже, значит, он подходит. Понимаете? Вот это только так. Если внутри пары один человек жаворонок, а другой сова, но для них, наверное, это вообще будет огромной проблемой, совместная жизнь. Особенно, если один ложится раньше, второй пока заходит в спальню, там везде пошуршал, первого разбудил. А потом наоборот, тот просыпается рано утром, будет сову, которая никак не может казалось бы, так должно быть. Ну, такого этого нет. Мы этого не видим в реальной жизни. Да? Нет таких исследований? Вы встречались с такими парами? Я нет. Ну, я лично нет, но я это же не репрезентативно. В литературе тоже это не описано такие. Что муж с женой несовместимы, потому что там они несовместимы по хронотипу. Нигде в литературе не читал об этом. Ни в нашей, ни в зарубежной. А как вы относитесь к вот этой зарубежной моде на раздельный сон? В смысле? Есть такие исследования зарубежные, что люди в паре, если спят раздельно, то они лучше, более качественно высыпаются. Это даже называется sleep divorce. Типа развод на сон. Что значит раздельно? Объясните, подождите, что такое? Ну, в смысле, не в одной кровати в спальне, а каждый спит в своей комнате. Очень хорошо. Очень хорошо. Да? Да, очень хорошо, очень полезно. Я тоже так сплю, кстати. И да? Считаю, да. Это очень полезно вообще во всех отношениях. Вот. И действительно, по идее, человек должен спать в своей отдельной спальне, в полной темноте, в то время, когда ему удобно, и в отсутствии шума, и, значит, когда ему нужно ложиться, когда нужно вставать, не мешать партнеру. Да. Вот еще один тоже расхожее убеждение, что сон до полуночи, там от 8 до полуночи, он какой-то прям золотой, самый драгоценный, самый качественный. И вот если ты прям пораньше лег и до полуночи поспал, ты что-то такое себе очень ценное урвал. Это правда или нет? Это полная чушь, как и все остальное. Какие-то легенды, сказки. Значит, это самое... Вообще, какому ритму, какому режиму человек приспособился, тот ему и хорош. Если какой-то, скажем, программист, который всю ночь сидит за компьютерами, а весь день спит, если он к этому привык, ну пусть дальше и спит. Для организма стряской, очень сильным стрессом является смена. Вот изменение ритма жизни – это для организма очень сильный стресс, потому что, понимаете, у нас все зарегулировано. Это вот, что такое наш организм? Это огромное количество таких, как он называется, так сказать, колокольчиков, которые звенят, каждый по-своему. И вот в определенный момент они приходят в единый ритм, синхронизируются. Вот. И вот это самое синхронное, определенная фазовая задержка, это все зарегулировано в организме. И пока, если ты не меняешь, то ты живешь нормально, и ты живешь оптимально, и ты будешь жить столько, сколько тебе положено по твоему генотипу. А вот если начинаешь их менять, ну, я не имею в виду, конечно, молодых и здоровых, они могут ночью там на дискотеке тусоваться, а днем там бежать на учебу. Вот. Но когда человеку уже, вот, ну, скажем, за 30 уже, скажем, вот, то это важно. То есть здесь регулярность просто режима важнее, чем какой он. Да, именно важна именно регулярность режима. Именно если вы в одно и то же время ложитесь, в одно и то же время встаете,
И это оптимально для организма, оптимально для регуляции вообще всех ритмов, гормональных, всех ритмов. И оптимально для сна, для всего. У вас не будет проблем со сном, не будет нарушений, не будет бессонницы, вы будете быстро засыпать, легко вставать. Главное не менять этот вот ритм. Но спать в среднем надо 7-8 часов. Это все еще в силе. Вы Или уже знаете, нет? значит, тут тоже много легенд, много сказок. Значит, у большинства людей действительно 5 циклов, 1,5 часов. 5 циклов – это примерно около 8 часов. Но не у всех, совсем не у всех. Многим людям не хватает 5 циклов, нужно 6. Мне, например, нужно 6. Процентов даже 30, до 30% людей говорят, что им не хватает 5 часов сна, 5 циклов сна, то есть им мало 8 часов, им нужно 9, даже 9,5. Вот. А есть такие счастливчики, целые даже семьи, которые умудряются высыпаться за 4 цикла. И даже есть случаи, ну это вообще редчайшие случаи, описаны в литературе, когда за 3 цикла люди высыпались. За 3, за 2,5. Даже такие есть. И совершенно здоровые, нормальные люди, просто у них такие мутации в генах. Это, опять же, подтверждает то, о чем он говорил, что нету какой-то необходимости во сне иной, кроме как вот эта вот предохранительная функция. Есть ли какие-то исследования, которые показывают, что, допустим, женщинам требуется больше сна, чем мужчинам? Такой вот половая какая-то корреляция? Нет такого? Нет. Беременные женщины больше спят, а так нет. А про беременных есть такие, да, исследования? Что беременным женщинам многие, требуется да. больше Ну, сна? дополнительная нагрузка на организм, да, конечно, они больше спят, да. Хотелось бы немножко как бы определить для себя вообще, что мы понимаем, когда мы говорим «хороший сон». Это мы как определяем? Просто чисто по собственному самочувствию. Вот я встал, я выспался, значит, был хороший, качественный сон. Вы знаете, это вообще интересный вопрос, потому что здесь субъективные оценки ночного сна и объективный анализ резко расходятся. Вот, это интересно очень. Например, значит, как мои коллеги, врачи рассказывают, приходит бабушка и говорит: я уже 10 лет ни глаз не сомкнула. Ну хорошо, они говорят, мы вас положим, обследуем. Приходит она в лабораторию ночевать, значит, и накладывает электроды на голову, она уже спит. Утром она говорит: я не спала, у вас не... Спала, как убитая. Они записали ее. Я не спала у вас ни минуты. Дальше, значит, они этой бабульке показывают ее на видео. Мы же вас снимали. Смотрите, это не я. Вы загримировали актрису, и она под меня говорит. Это реальный случай? В реальном случае. Врачи думают, что делать? Они придумали. Они в следующую ночь, они эту камеру, значит, высокого разрешения направили ей крупно на лицо. И потом видео показали, как она губами шевелит, там во сне слюни пускает, там. И она уже не могла не убедиться, что это она сама. И можете себе представить, как они мне рассказывали, ее жалобы на сон прошли после этого. Когда она убедилась, что она... Вот такая психотерапия. Когда она убедилась, что она ночью спит, показывали инфограмму, показывали, ничего не верила. Пока убедила, вот все прошло. И вот оказывается, что большинство, процентов 60 людей, которые жалуются, особенно это женщины определенного возраста, которые жалуются на бессонницу, они, как правило, спят совершенно нормально. И это какое-то чисто психологическое такое нарушение, когда у человека амнезия, он не помнит, что он спал, ему кажется, что он не спал. Но у меньшинства действительно могут быть реальная инсомния, реальная бессонница, и она может быть в ряде случаев связана с какими-то серьезными нарушениями. Это требует уже дополнительных анализа и вмешательства невролога. То есть здесь такая мораль, что если ты что-то подобное чувствуешь, обязательно надо пойти провериться и понаблюдать, чтобы убедиться, что это, что твоя оценка субъективная соответствует реальности. Что у тебя И вот я надеюсь, что если у нас с появятся вот такие вот, как вот американцы сделали, вот у нас сейчас некоторые предприниматели тоже хотят такими вещами заняться. Если сделать такие недорогие приборы, что можно будет дома посмотреть, так сказать, не платить там большие деньги за обследование в клинике, а дома они достаточно качественно дают картину сна и переслать через телефон, через врачу, врач посмотрит и убедится, что все нормально, и не нужно будет человеку, так сказать, лечиться, понятно будет, что у него все в порядке, врач скажет ему и успокоит, и все. Вот. А в редких случаях, более редких случаях, когда реально связано с каким-то заболеванием, причем, как правило, это не первичное, это не коморобидное, как говорят врачи, инсомния, это симптом чего-то другого,
может быть очень серьезного. Тогда вот нужно обращаться действительно к врачу. Но это случаев меньшинство. Наш мир развивается очень быстро, в нем очень много меняется, появляется много новых технологий, города выглядят уже совершенно другим образом, чем, я не знаю, там 100-200 лет назад. Что в современном мире сегодня является врагами вот такого здорового, естественного сна у человека? Ну, первый враг – это, конечно, эмоциональный стресс. Конечно, человеку, который В первую приходит... очередь, да? Да, приходит человеку, в пещеру он не приходил. Люди залезали в пещеру, там разводили перед входом огонь и спокойно спали. Они знали, что никакое животное к ним в пещеру враг не залезет. Вы думаете, люди сегодня стрессуют больше, чем первобытные люди? Ну, я думаю, да. Да. Потому что эти первобытные люди стрессовали. У них же не было лечебных средств. Они все вымерли, как неандертальцы. Однако сапиенсы не вымерли, а наоборот, да, породили нас всех. Понимаете? Вот. Так что в современном человеке, конечно, гораздо больше, что к нему приходит через СМИ, все время стрессирующие факторы, а СМИ, как правило, распространяет такое, ну, вы сами знаете, эмоциональное. Если что-то приятное, то вы этого не увидите по телевидению там, или или по телефону. Обязательно какую-нибудь дрянь какую-нибудь тебе рассказывают неприятную. Это первое. Второе, конечно, шум. Вот. Шум, городской шум сейчас во многих мегаполисах это большая проблема, и, так сказать, немногие могут похвастаться тем, что они спят в тихих спальных районах. Вот. Ну вот, это главное, собственно говоря. Ну а потом, конечно, то, что человек сам себе устраивает, неправильный режим, значит, не переел перед сном, или наоборот, совсем не поел, у него моторика, которая мешает ему спать. Еще, мне кажется, света тоже очень много. Вот если прям не повесишь себе блэкаут, то с улицы будут и фонари светить, и машины с фарами. Да, обязательно должны быть плотные шторы на окнах, обязательно, спальник желательно, полная темнота. Ну, детям, конечно, можно ночник, они боятся темноты, но взрослый должен спать, конечно, в полной темноте, потому что для нас мы вышли из Африки, и для нас оптимальными являются условия, когда днем яркое солнце, а ночью полная тропическая темнота. Это для нас условия оптимальны, мы их внесем в своих генах, понимаете? И поэтому вот люди, которые, так сказать, избыток солнца испытывают на юге, у которых подавлен мелатонин нужно давить, а не принимать его наоборот, вопреки тому, что сейчас во всех растят во всех средствах. Вот, мелатонин задавлен, они все темпераментные, понимаете, они все бешеные, так сказать, страсти кипят у южных людей, как вы знаете. А люди северные, сумрачные, там, скажем, в самой благополучной стране мира, Швеции, самый высокий уровень самоубийств, знаете, да? Вот. Именно из-за этого, из-за того, что такой нехватка солнца, избыток мелатонина и склонность к эндогенному развитию депрессивных состояний, депрессивно-подобных состояний. Вот. Так что вот темная ночь, значит, и тишина, вот, и в одно и то же время спать. Ну, обычные гигиенические требования: прохладная спальня, не слишком высокая, не слишком низкая подушка. Это насколько прохладная? Ну, кому как. Кому как. Люди разные. Некоторые зимой приоткрывают форточку и не простуживаются, им это хорошо. Некоторые, вот, ну, в общем, не выше, наверное, там 21 градусов максимум, да. Может лучше 19. В Великобритании были исследования, что общий недосып вообще в обществе, нехватка сна обходится в Великобритании в год в 2% ВВП, потому что падает производительность труда. Вы как оцениваете? Это реалистичные данные? Ну, это такие по всем странам были, да, данные какие-то. Но это все, во-первых, все это ерунда, построена на опросах. Это только на опросах, на каких-то, это все такие, знаете, это что называется, это самое исследование по финансируемые определенными организациями. Вас профинансировали, вы то, что им надо, вы им и дали, понимаете? Наукообразие такое, профанация науки, по сути. Но на самом деле, если говорить по существу, проблема недосыпа действительно сейчас одна из реальных главных проблем в обществе. Почему? Не производительность труда, собственно говоря, а потому что по характеру труда, понимаете? Ну, представьте себе человека 19 века. Он ехал в бричке, скажем, правил лошадью и заснул. Так. Часто читаешь в старых романах спящего кучера, да, едет дилижанс, а кучер спит, да. Ну и что, лошадь идет сама, дошла она до перекрестка, она не знает, куда идти, она остановилась, кучер проснулся.
Понимаете? Или человек ехал верхом, тоже бросил поводья и спит в седле. Лошадь знает дорогу, она идет, не знает дорогу, она останавливается, он просыпается. Понимаете? А сейчас за рулем, на скорости. А дело в том, что у нас, это отдельный, так сказать, разговор, это тема отдельной лекции, но дело в том, что у нас ведь в течение дня есть два периода, когда у нас нарастает сонливость. И это тоже следствие нашего первобытного, так сказать, существования и записано в наших генах. Мы от этого не можем никуда деться. Это какие периоды? В какой момент? У разных людей по-разному, но более-менее они зависят еще от собственного хронотипа. Обычно первый период наступает около полудня, а второй часа в 4 дня. Вот. И эти моменты мы, так сказать, проскакиваем почти незаметно, если мы хорошо выспались. Почти незаметно. Тем более, человек часто около 12 обычно человек может и кофе попить, там и все. Но если мы не доспали, то эти периоды сонливости в эти моменты резко нарастают. А современный человек, во-первых, он за рулем. Во-вторых, что за работа сейчас? Вот как мы с вами сидим и пялимся в мониторы. Понимаете? И человек может пялиться в монитор, а что он делает? Он может делать все, что угодно. Он может управлять самолетами в небе, там, кораблями в порту, там, я не знаю, там, работой там, атомных электростанций, там, это все что угодно. Самая ответственная работа может быть, и всегда она связана с тем, что человек сидит в кресле и пялится в монитор. А это состояние, которое, так сказать, сонливость, максимально благоприятствует сонливости, понимаете, проявлению сонливости. И он кимарит. Вот, начинает кимарить. Значит, причем даже есть такие периоды микросна, сейчас пока совсем много занимаются мои коллеги. Есть такие периоды микросна, когда человек даже глаз не закрывает. Но он засыпает, у него отключается боковое зрение, если он за рулем, у него отключается сознательная моторика, и на какие-то секунды он может, так сказать, терять сознание, такую алертность, то, что называют психологи. Вот, не полностью сознание, но такое вот ощущение. Вот. Это, такой проблемы никогда не было в прошлые века. А сейчас она стала необыкновенно важной. И вот мы, сомнологи сейчас, и врачи, и ученые, всегда говорим в своей лекции, главное, современному человеку главное высыпаться. Не потому, что во сне там какая-то суперинформация перерабатывается, не потому, что у нас будет там Альцгеймер, это с этим не связано, а именно, чтобы не было сонливости, чтобы днем могли быть целый день, могли быть бодрыми, сохранять бодрость. Вот. И при этом не пить ведрами кофе, который тоже, если вы пьете его много, то оно уже не действует. Вот. Хотя в небольших количествах это хорошо, это полезно. Поэтому сейчас для современного человека, как никогда раньше, важно высыпаться, полностью высыпаться, чтобы утром чувствовать себя, чтобы приступы сонливости минимизировать. Вот вы специалист по сну, вы столько всего знаете об этом. Вы как-то это в своей семье внедряете? Вот эти ваши знания о том, как правильно спать, что сон дает? Да нет, они меня не слушают. Не слушают. Нет, они занимаются своими делами. Нет. Что скажете насчет дневного сна? Полезен, бесполезен, нужен детям или взрослым? Вы знаете, значит, опять же, вот я вам рассказал про эти периоды сонливости. Вот это самое, собственно, что такое дневной сон? Это вот реализация этого периода сонливости, который заложен в наших генах. Так что, в принципе, в нем ничего плохого нет. Но, значит, это как получается? Значит, младенец, когда он маленький дома, он спит, когда хочет. Он, там, когда ему уже год исполнился, он уже там 2 раза в день спит, ночью и 2 раза в день. Но когда он в садик ходит, он уже 1 раз в день спит. А когда он в школу ходит, он уже не спит. И его так приучают. И многие люди так уже сформировались, что они и в взрослом состоянии, им дневной сон не показан. Они плохо себя чувствуют после дневного сна и не чувствуют себя отдохнувшими. Вот. Но это не все. Некоторым люди показывают. Я, например, себя хорошо чувствую после дневного сна небольшого. Единственное, конечно, условие, что дневной сон не должен быть больше половины этого полуторачасового цикла, который продолжается и днем, хотя он смазан. Днем его не у всех людей удается зафиксировать. Вот. А ночью он у всех реализуется. Вот. И не больше половины, значит, примерно до 45 минут. Но такой вот сон получаса очень многих людей освежает. Вот сейчас вы, наверное, читали в Нью-Йорке и в Японии сейчас делают такие комнаты отдыха для клерков. На работе, да, чтобы можно было отойти и Да, и немного. многие, ну, некоторые играют в пинг-понг в это время, а некоторые там действительно расслабляются, там какие-то упражнения применяют, там, а некоторые буквально натурально спят, но недолго, вот полчасика покемарил и проснулся, свежая голова, может еще 4 часа работать. А что будет, если поспишь часа 2? Ну вот уснул и прям отключила на часа 2-3.
то потом что будет? Тогда вечером Это не плохо. заснете. Вот знаете, как Наташа Ростова, помните, она готовилась к балу? Они днем долго спали, их держали как можно дольше в постели, чтобы они ночью на балу не чувствовали сонливости. Вот такая вот возможность есть. Если бы у вас была возможность на законодательном уровне в какой-то момент принять каких-то 3 решения, 3 закона, которые бы изменили то, как сон организован в нашем обществе, в России, например, что бы это было? Это очень, кстати, хороший вопрос. Мы еще как этим занимались. Мы с моими коллегами 2 раза в Думу ходили. Значит, нас в свое время вызывали. У нас очень неудачно в России, я имею в виду. Очень, а в Европе, кстати, еще хуже. Вы знаете, что Париж живет по берлинскому времени, которое было принесено Гитлером, а не по лондонскому времени, хотя они на одном меридиане находятся, на Гринвичском меридиане, Париж и Лондон. Но в Париже время не лондонское, а берлинское. Это Гитлер принес. До сих пор они живут в берлинском времени. Это полный абсурд. И вообще в Европе там столько напутано с этим делом, но Россия-то огромная страна. Она растянута, вы знаете, да, если, так сказать, брать уже пунктуально по карте до Берингового пролива, там на самом деле 13 поясов, больше половины мира. Просто эти пояса, они уже далеко на север, там узкие эти пояса их соединяют. Вот. Но считается 11. И у нас очень неудачно это устроено. Значит, мы ходили в Думу, объясняли, доказывали. Я написал несколько статей на эту тему, главы в книжках. Ничего не помогает. А что именно неудачно устроено? Во-первых, что вы имеете? мы живем по декретному времени, которое на час опережает солнечное поясное время. А жить нужно по солнечному, наиболее, так сказать, подходящей для современной жизни. В 19 веке, когда появились первые железные дороги, появилась потребность как-то синхронизировать время мировое. Как люди стали быстро перемещаться. И в конце 19 века была Вашингтонская конференция, на ней было принято гениальное решение, на мой взгляд, одно из величайших достижений человека. Кто это придумал, кстати, до сих пор неизвестно. Но оно было принято о том, что Землю разделить на 24 часовых пояса по 15 градусов, вот, и менять на час при переходе с одного пояса в другой. Потрясающая, гениальная идея, она действительно позволила, а в современном мире, в глобализованном, так сказать, мире, это вообще спасение, это возможность действительно синхронизировать и всю мировую, так сказать, деятельность в определенные рамки вести. Но люди же неразумные, они же стали это портить. И вот все портят как могут, не понимая, что в этом глубокий смысл есть не только географический, но и биологический. Не понимает этого и начинает портить. И вот, начинается там, наши там граждане просят нас перевести там часовой пояс, я не знаю, там, туда, сюда, в это, и переводят их, и меняют границы, и вот так, и вот так. Сейчас, если вы летите, скажем, из Москвы строго на юг в Антарктиду по меридиану московскому, вы все время попадаете в разные часовые пояса. Абсурд. Понимаете? В одной стороне такое. Вот так сейчас устроена и прионы, и специальная комиссия, такая, которая этим занимается. И вот мой крупнейший по этому поводу специалист был такой в Санкт-Петербурге, он уже покойный, Апрелев такой был, военный моряк он был. Вот. Он пытался эту проблему решить, писал в ООН письма, а они ему ничего не отвечают, они просто фиксируют. Кто-то написал, что вы знаете, мы только фиксируем. Вот в какой-то стране изменили там часовые пояса, время исчисления времени, мы это фиксируем, все. Мы никому ничего не рекомендуем, никому ничего не советуем, в это не вмешиваемся. Короче, каждый занимается самодеятельностью, не смотря вообще на других, и в итоге получается... Кто во что гораст. В Казахстане взяли, вообще один часовой пояс устроили, говорят, в Китае, говорят, вроде тоже. В общем, это совершенно несопоставимо с режимом сна и отдыха. И, это отдельный разговор, так сказать, большой, но в принципе, оптимальным для человека является, конечно же, даже в пределах одного часового пояса. Это вот коллеги Путилова из Новосибирска подтвердили это в работе швейцарскими и немецкими хронобиологами. Даже в пределах одного часового пояса люди, живущие в правой границе, в восточной и в западной границе, отличаются по своему хронотипу. Даже этот час влияет на жизнь человека. А уж что говорить там о... Вот. Поэтому все эти самые издевательства над исчислением времени, типа там, то, что мы сейчас живем, это вот на час раньше,
или там, скажем, он приводит к тому, что и тот период в году, когда человеку, большинству людей приходится вставать на учебу или на работу до восхода солнца, он возрастает, а это вот несопоставимо с ритмом жизни, потому что вот обычный свет электрический, он очень слабо стимулирует вот наши внутренние часы. Наши внутренние часы, они заводятся и подзаводятся от солнца. И ваше предложение, с которым вы тогда в Думу шли, это было Да, синхронизировать. вернуться к этому, да, вот я Прелев, и мы вернуться к этому. Ну, там частично удалось, так сказать, я не знаю, нам удалось, или просто так получилось. В общем, это самое вредное, вот так называемое медведевское время, когда мы обгоняли часовой пояс на 2 часа. Такого вообще не было никогда ни в одной стране. И Дума была завалена письмами от родителей, что дети на уроках спят. Их привозят, значит, не в зимнее время. Это, слава богу, ушло, но вот эти вот опережения на час, да, потом ушло тоже и вот изменение зимнее и летнее время, что тоже не нужно совершенно. Вот. Но это вот, декретное время, когда мы на час опережаем, оно осталось, оно увеличивает тот период, когда людям приходится вставать затемно. А это очень вредно, потому что наши биологические часы, они не укладываются в 24 часа. Понимаете, то, что в нас беззвучно тикает, эти наши часики в каждом из нас, и они начинают тикать там на 5-м месяце нашего утробного развития, 5-м или 6-м, я забыл, вот, и продолжают тикать до нашего конца, вот, беззвучно. И их ничего не меняет их ход, ни голод, ни жажда, ни стресса, ничего, только свет. А свет, они не укладываются в 24 часа, они укладываются обычно у большинства людей, это обычно 24 часа с половиной, даже 25 часов. Только есть, опять же, мутанты, у которых короче, но большинство людей это... Поэтому каждое утро нужно как подводить? Шторы раскрываешь, и даже в сумрачное время, даже в облачный день, яркость больше 1000 люкс неба. И часы сразу, как мы ручные часы подводим, даже подскакивают и перескакивают. И мы нормально чувствуем себя целый день. А вот если мы встаем и при электрическом свете, едем еще на работу, то через целый день человек снул, а школьники вообще они просто спят на уроках, все, ничего не воспринимают. Поэтому это вот, нужно стремиться к минимизации, вот этого нам достичь пока не удалось. И я бы, конечно, этот закон принял бы в первую очередь, вернуть всю страну, нашу, это бескрайнюю страну, к естественным, этим, то есть искусственным, но они наиболее естественны, что-нибудь другое, часовым поясам, как показали наши и немецкие хронобиологи, действительно возрастает при этих решениях, возрастает даже вероятность, значит, так называемых хронозависимых форм онкологии. Действительно возрастает, да, даже это. Ничего себе. То есть это на самом деле очень важно. Да, это очень важно. Вот представим конкретную ситуацию. Допустим, мне завтра рано утром, часа в 4, нужно встать и за рулем куда-то ехать. Сегодня я, зная, что мне завтра рано утром надо встать, ложусь спать, ну не знаю, в 8, чтобы выспаться к этому времени и быть... В 8 не заснете, если вы не привыкли в 8 ложиться. Вы же не можете по команде заснуть. Допустим, смотрите, в обычное время я засыпаю в 10, скажем, да? Вот. Я ложусь в надежде, что, может быть, я все-таки усну раньше, да? Нет, и вот я лежу... Это не получится. Это не получится. Ложитесь в обычное время, раньше встаете, а потом доспите, ничего страшного не будет. Не будет. А не будет у меня какого-нибудь микросна в дороге? Нет, микросна в дороге у вас не будет, вы же выпейте кофе. Выпейте кофе и, значит, это самое... Понимаете, этот микросон, тут тоже внутренние ритмы. Вы же, если вы будете после недосыпа ночного, и вы будете ехать, скажем, вы сказали в 4 часа, а вы будете ехать в 4 часа дня после этого, 12 часов, то у вас может микросон наступить. А в первые часы после ничего не будет. Если вы едете в аэропорт, ничего не будет. Да, это хорошо, это интересно. Потому что цикл вы сдвинули свой цикл, и пока он добежит опять до этого момента. То есть это не так, что ты проснулся не выспавшийся, и вот сейчас ты прям начнешь засыпать. Это цикл еще должен дойти до этого момента. Это нормально, все, покушали, выпили кофе хорошего, вы взбодрились, и у вас все, вы не заснете. Да, все у вас будет нормально, по крайней мере, на часов, ну, на 6, по крайней мере, на 8, вот так вот. Да.
а то и на 12. Если такая ситуация, я лежу, знаю, что мне нужно уснуть, и в обычное время я бы уже уснула, допустим, но завтра какое-то важное мероприятие, я нервничаю внутри, я переживаю, и от этого не могу уснуть, беспокойные мысли в голове, я ворочаюсь, лежу полчаса, лежу час, и просто смотрю, как утекает вот это время, которое я должна поспать до завтра. Что в данной конкретной ситуации можно человеку посоветовать? Вот что сделать, чтобы уснуть? Да, это обычное дело, это жалобы обычные, особенно женщин в возрасте, вот. Ну, не таких молодых, как вы, но постарше, они обычно почти все жалуются на это. Ну, тут по-разному. Некоторым, наоборот, хорошо встать и, так сказать, и чем-то заняться, и сон потом придет. А некоторым, наоборот, рекомендуют сомнологи, наоборот, остаться и лежать, потому что так совсем взбодрятся уже будут. А так они хоть немножко кемарят, и у них, хотя субъективное ощущение, что они не спали, но если объективно регистрировать, то оказывается, что у них они набрали минимум свой. То есть они как бы уже отдыхают немного. Да, у пожилых потребность во сне меньше вообще, они быстрее набирают. Из всего, что я смотрела и слушала у вас, я поняла вот такую вещь, вы меня поправьте, правда это или нет. Короче говоря, сон невозможно типа взять в долг и потом как-то отдать, как-то или впрок выспаться, или, допустим, где-то себе урвать, не знаю, 3-4 часа, а потом их отоспать. То есть так это не работает вообще. Сон не работает как банк. Ну, аванс, чуть-чуть можно. То есть я вам сказал, что вот если днем вам удастся покемарить, то вечером, значит, вы сможете позже лечь и не будете чувствовать сонливости. Но только чуть-чуть. В принципе, так впрок чуть-чуть. То есть какой-то небольшой недосып, типа час-два, это еще можно отбить. Да. То есть у вас был какой-то небольшой недосып, который вы как бы не ощущали. Вы его реализовали, и вы вечером это сам. Но в принципе впрок не выспишься. Нет, это не как наесться, а потом не есть, не получится. То есть если я, допустим, всю неделю там сплю по 3-4 часа, много работаю и думаю, вот в субботу, всю субботу буду спать. Так не работает. Да, в субботу вы, конечно, отспитесь, но не всю субботу будете спать. Но вы там, если у вас недосып, скажем, это же тоже известная из сомнологии вещь, что недосып, значит, так называемый ребаунд, отдача сна, никогда не соответствует тому сну, который вы потеряли. Скажем, если вы, вот этот мировой рекорд Рэнди Гарнера, который не спал там, сколько там, 11 суток, по-моему, да, а потом, когда он спал, он 12 часов спал. За 12 часов он отоспался, за все там 11 суток, что он не спал. Вот. То есть отдача всегда более концентрированная за счет того, что там немножко по-другому структурирован, там очень много глубоких стадий. А потом идут, значит, стадия REM-сна. Дело в том, что потеря сна, она не забывается. Если вы не доспали, то что бы ни происходило, это у вас где-то вот на корочке записано, что у вас недосып. И обязательно будет момент, когда вы это реализуете, независимо от вашего желания. И это может быть даже в какой-то совершенно неудачной ситуации. Вы там приехали, там, я не знаю, к друзьям в гости, что-то такое там, на вечеринку, и вдруг вас сморило, и вы отключились. А это у вас старый недосып сработал, память мозга. Каковы последствия хронического недосыпа? Что есть доказанное, что он вызывает? Самое страшное последствие – это усиление дневной сонливости. А все остальные последствия, они по большей части выдуманные. А долгосрочные? Вот связь с развитием Альцгеймера, связь с развитием онкологии. Ну, вот я же вам сказал, что это все чушь. Все чушь. Это чушь, да? То есть это не доказано. Ну, я с самого начала разговора вам сказал, что все это полная чушь, чем пугают этих самых зрителей. Да. Не то, что не доказано, вообще этого нет. Даже никаких данных к этому нет. Все полная чушь. Ничего страшного, если даже вы не доспали, если вы если вы там не поспали, и не в остром недосыпе, не в хроническом недосыпе, в принципе ничего страшного нет. Только одно: опасно дневной сонливость, которая может наступить при вашей деятельности. Если вы один студент, вы будете спать, а не слушать лекцию. Если вы там водитель, вы можете заснуть за рулем днем, даже не ночью, даже не утром, а днем. Если вы там работаете на какой-то ответственной работе, вы можете заснуть перед экраном монитора и так далее, и так далее. Вот это вот страшно и опасно. А все остальное ерунда. То есть самая главная опасность, что вы в какой-то момент по-любому должны компенсировать этот сон, и это может быть какой-то опасный для вас момент или неприятный, конечно, или вы это не контролируете. И так далее. Да. Момент просто, когда у вас какой-то момент расслабиться, потому что противодействие сну – это физическая активность. Если вы играете там в баскетбол, и даже были такие, кстати, исследования проведены.
Даже, даже вы не спали, там сколько там, 2 ночи и день, 36 часов не спали молодые ребята. А играя в баскетбол, они не помнят, что они не спали. Все, они активные, все там. Это, там. Стоит их отпустить в раздевалку после игры, и все отключились, понимаете? Вот, то есть физическая активность противодействует сну. А как только вы... И вы забыли, что вы уже у вас недосып где-то. Но он у вас сидит, он никуда не делся. Как только вы сели в мягкое кресло, и на скамейку, и куда-то такое, спокойно, ничего, бух, и вы отключились, все. Влияние на память тоже не оказывает никакого, Нет, на это какие-то чушь. когнитивные функции, все полная ничего, чушь. абсолютно полная чушь. Где-то читала недавно, что от хронического недосыпа безвозвратно отмирают клетки мозга. Это правда? Чушь, полная чушь. Полная чушь. Клетки мозга вообще не отмирают. Они, клетки, нейроны, они отмирают. Просто это у них такой процесс, когда происходит нарушение, апоптозный процесс, который происходит нарушение кровоснабжения. Вот тогда они отмирают. А пока нормально, они живут и могут жить с вами 100 лет, и дай бог вам, так сказать. Вот очень любопытно, я столько этого читала в зарубежных источниках, слышала в зарубежных подкастах. Получается, это все больше связано просто с коммерцией, да? То есть, конечно, что это сейчас коммерциализирует максимально сон. Чисто коммерчески. Напугать — это тоже коммерция, там наговорить всякой глупости — тоже коммерция. Там заставить человека жрать мелатонин столовыми ложками — тоже коммерция. Есть ли на сегодня эффективные методы лечения бессонницы? Настоящей бессонницы, когда вот человек не может уснуть? Нету. То есть, опять же, все, что нам продается как методы лечения бессонницы, это все малоэффективное. Значит, если вы имеете в виду какие-то там растительные препараты, то ради бога. Кроме пользы, никакого вреда. Пейте всевозможные там успокоительные чаи, там и сейчас их набор такой вообще, что только не предлагают. Пожалуйста. Это совершенно безвредно, кроме пользы, никакого вреда. Вот. А что касается таблеток, это это страшные вещи. Они все, к сожалению, все или почти все современные снотворные, они бьют по такой системе мозга, которая очень этого не любит. Она сопротивляется этому. Все возможно, а мы ее ломаем. И когда нам удается сломать, тогда действительно стоят потери памяти и все прочее. Вот так когнитивные нарушения не от сна, а от лечения сна. От лечения бессонницы, да. От лечения бессонницы вы весь этот компот получите. И Альцгеймер, и Паркинсон, и нарушение памяти, и нарушение, все что угодно. От лечения сна, от лечения бессонницы. То есть, если, допустим, ты страдаешь от бессонницы, и у тебя стоит выбор там пить снотворные или дальше мучиться с бессонницей, безопаснее мучиться бессонницей. Ну да, вот сейчас очень модна сейчас поведенческая терапия, и мне вот врачи рассказывали, мне вот на конференциях, что это сейчас стало очень эффективно. Разработаны современные методы, кстати, в Германии они прекрасно разработаны, лучше, чем у нас. Мы берем оттуда, эти вот методы наши берут. Поведенческая, который очень эффективный. А в чем заключается поведенческая терапия? Ну, нужно пойти к психологу. Это даже не врач, это может быть психолог, который не имеет права выписывать препараты лечебные, может только... Вот. Там специальный дневник сна, там это определенный режим, определенные процедуры. Человек подчиняется этому ритму, и у него начинается медленно, но начинается улучшение, постепенное улучшение, и в течение 2 лет у него проходит вообще все, без всяких таблеток. А таблетки, они, конечно, очень мощные, но это только в очень тяжелых и крайних случаях, только по специальным, так сказать, ну, как любая вещь, как антидепрессанты, как антипсихотики, также вот эти вот седатики, гипнотики, они очень, для такого практически здорового человека, такого невротического типа просто, который просто страдает от современной жизни, темпа такого, они, конечно, категорически противопоказаны. Пока нет. Вот я в свое время тоже занимался и пытался, у меня была слабая надежда, может, что-то в наших исследованиях получит поддержку фармфирм, но они не заинтересованы, понимаете, все зависит от финансирования. Фармфирмы не заинтересованы в разработке новых психотропных препаратов. Сейчас говорят, что уже несколько десятков лет вообще новых препаратов не появляется. Почему, интересно? Несколько факторов. Во-первых, сейчас препараты, которые уже применяются, они в целом очень эффективны, даже слишком эффективные, и дешевые налаженное производство. А прибыль фантастическая. Ну, просто ни на чем. Это таблеточка. Я как-то сидел в Берне, смотрел, там завод был, ну, он и есть по производству, тогда он психотропные препараты делал. И вот, знаете, в одни ворота непрерывно въезжают грузовики с сырьем,
а в другие раз в день выезжает фура с готовыми лекарствами. То есть этого гора уходит в таблеточки в крошечные, понимаете? То есть наукоемкость колоссальная. И они страшно богаты, у них потрясающие лаборатории, которые можно посоветовать любой университет. Но они ничего не делают, они делают только то, что им нужно. Все, для чего никакая наука их не интересует, только тестирование вот этих веществ. И поскольку сейчас тестирование на животных инвиво в общем, очень ограничено, почти запрещено, то они перестали этим заниматься, бросили. Наживать себе, так сказать, неприятности, им это не нужно. Вот. И все, и ничего не разрабатывается. И я вот это, давно это было уже в 90-е годы, в Швейцарию ездил на фирму, доклад делал по веществам, которые мы тогда вот разрабатывали, у нас были такие интересные находки, я думаю, может, как-то это подхватит. Ну, они меня слушали там, все это кивали головой. Не, мы не будем, у нас уже отработанные. Что нам менять какие-то новые? Зачем чинить то, что работает? Ну, типа, да, мы усовершенствуем то, что вот мы делаем сейчас уже у нас, эти группы веществ, на которых мы, так сказать, руку набили. Вот. И появляются новые препараты, конечно, к счастью, но только в тех случаях, когда что-то такое принципиально новое. Вот борьба с нарколепсией, такое заболевание, где сейчас появились потрясающие препараты, есть надежда, что оно будет, наконец, неизлечимое заболевание. Ранее, 1,5 лет было неизлечимо, как его открыли. Сейчас будет все-таки излечиваться уже радикально. Вот. Или, там, скажем, этот вот пресловутый Оземпик, который вот, значит, помогает, пептид, который помогает при ожирении. Вот. Такие препараты, вот, на которых есть надежда, что рынка нет, он пустой. Вот ты внедряешься в него, и ты можешь. А там, где уже все устоявшиеся рынки, значит, все эти, выписывают все эти антидепрессанты в Америке левой рукой тут же, на каждому, кто приходит, на что бы ни жаловался, на тебе этот самый... кошмар. И мелатонин тоже, значит, его сейчас рекомендуют, значит, тоже я всегда в лекциях говорю, что это тоже полный обман, мелатонин никакого отношения к сну не имеет, вот, и на сон не влияет. Вот. Если люди говорят, что им помогал, значит, психотерапия. Ну, ради бога, примерно, только в маленьких дозах. А продается он, к сожалению, у нас в дозах избыточных. Это 3 миллиграмма, это избыточная доза. Вот, если он эффективен... И это очень модно. Люди, как только чувствуют какие-то проблемы со сном, сразу покупают мелатонин. Он не токсичен, поэтому считают, что его безопасно применять. На самом деле это гормон. Как можно гормон безопасно применять? Причем это гормон, который давит другие гормоны. Это единственный гормон в нашем организме, в нашем теле, который тормозит выброс других гормонов. Всех других гормонов. Всех. Ничего себе. И его применение вовсе не безопасно, на самом деле. А в Америке его продают, знаете, наверное, да, в универмаге, где эти самые пищевые добавки вместе с витаминами. Да. В чудовищных дозах, совершенно лошадиных вообще. В Европе запрещено, кстати. Да. Да, я не знаю. Я здесь вот вижу в аптеке, например, знаете, такие эти мишки мармеладные с мелатонином. Ну, там Можно маленькие, купить без рецепта. небольшие, сравнительно маленькие дозы. Но таких, как в Америке, где неограниченная дозировка, такого нет. Вот. На самом деле, совершенно это ненужные вещи, и особенно детям это вообще не нужно. Детей мелатонина, у маленьких детей полно мелатонина, и он тормозит преждевременное половое созревание, тормозит акселерацию до определенного момента. А потом, когда срабатывают уже внутренние механизмы, резко падает уровень мелатонина и начинается пубертат. Со всеми вытекающими из него хорошими и плохими последствиями. Понимаете? Вот. Он так работает. Вот. Это важнейший в нашем организме гормон, вот он держит под контролем все другие гормоны, и лопать его просто так. Но он не токсичный, ну и что? Понимаете? Это же не значит, что его можно принимать как аскорбиновку, скажем, да? Вот. Да и аскорбиновку в больших дозах не рекомендую, слишком больших, да. Вот. Так что, а к основу никакого отношения нет. Случайная связь, в общем, случайная связь, потому что он исторически возник как фактор, препятствующий, значит, тем самым активным формам кислорода, так сказать. Но сейчас он совершенно другую основную роль играет. Вот. И просто, а у нас, поскольку человек, он выделяется, значит, в темное время суток, мелатонин, а человек дневное животное. Поэтому у нас это как бы он связан во времени с периодом сна. Ну вот поэтому его и решили снотворно. А на самом деле наших кошек и собак он тоже выделяется в это же время. Но для них это сигнал, чтобы бежать, ловить мышей и птичек, и бегать по двору, и лаять. Понимаете? Так что это никакого отношения к основе не имеет. Ну вот на большом, огромном, значит, американское исследование было, там громадная когорта была испытуемых, тщательно подобранных. Они показали маленькую, ну, достоверно, это вы, так сказать, вытянули ее математическим путем, достоверность
чуть-чуть сокращает вот период засыпания, там на несколько минут. Ага. Но минимальное что-то Ну, в общем, совсем. это ерунда. Да. Так что я не рекомендую никому применять, толку в этом никакого нет, а вред может быть. А есть ли какие-то исследования, которые показывают связь сна и набора веса? Ну да, это тоже вопрос так сказать, на целую лекцию. Это сейчас одна из самых главных проблем, это апноэ во сне. Мы с вами этого не касались в разговоре. Это служит специального, так сказать, разговора. Это сейчас колоссальная проблема, и, в общем, это главная кормушка для врачей-сомнологов. Сейчас все мои коллеги, и не только в нашей стране, но и во всем мире, в основном занимаются тем, что лечат этих вот апноиков. Это значит, Апноэ это что? это нарушение дыхания во сне. Оно связано в основном, в подавляющем большинстве, почти во всех случаях, ну, 90% случаев, с ожирением. Ожирение приводит к тому, что, значит, затруднение дыхания, значит, ну, знаете, толстый человек, он тяжело дышит во сне, сильно храпит. Вот. И это у такого человека, у которого нарушение во сне, он не чувствует, что он, значит, неплохо спит. Наоборот, у них утром ощущение, что тяжелый очень сон был. Какое-то ощущение такое. А на самом деле, когда его пишут в лабораторию, он все время просто подбуживается, все время, потому что у него остановки дыхания. И он не может до глубоких стадий дойти, у него сон неполноценный, все время нарушается сильное кровоснабжение мозга. И, в общем-то, при прочих равных, если такой человек ничего не делает, то он рано или поздно получит инсульт. 100%. Независимо от возраста. Да, причем это, значит, в том дело, что это начинается у молодых здоровых парней, бизнесмены, лет 40, которые, значит, всегда занимались спортом, они здоровые, они чувствуют себя, что они такие. И вдруг они приходят, доктор, у меня там, я что-то память стала, а доктор, если он не сомнолог, то он ничего не понимает. А при этом заболевания категорически противопоказаны лекарства. Все. Все, которые могут влиять на мозг. Понимаете? А врачи этого не знают, обычный врач. А сомнолог, конечно, прекрасно знает, он снимает все лекарства и назначает лечение очень эффективное. Это вот СИПАПы знаменитые, которые сейчас во всем мире, и по Европе, и в России, и в Германии, во всем мире. Вот. Но главное подобрать. То есть искусство врача, подобрать маску, подобрать нужный прибор. Потом сейчас появились такие ротовые аппликаторы, которые, кажется, гораздо удобнее. Во многих случаях они тоже вот, помогают. У нас вот была конференция перед Новым годом в Первом медицинском, и там американский крупнейший специалист читал лекцию. То зубные врачи со всей Москвы сбежались, битком набитая аудитория была, потому что это для них золотая жила. Вот. Подобрать для больного выдвижение перед сном выкладывается ротовый аппликатор, и выдвижение нижней челюсти такое вперед. Оно препятствует этому слипанию верхнего неба с нижнего, которое затрудняет дыхание. Как тяжело стало доверять медицине. Никогда не знаешь, это тебе реально хотят помочь или просто хотят хорошо заработать. Ну, в идеальном случае это должно совпасть, так сказать. А самому можно у себя определить вообще апноэ? Как отличить его от просто храпа? Или любой храп – это апноэ? Если утром человек чувствует себя что-то не то утром, сразу идите к сомнологу. Сомнологи, ну, по крайней мере, в Москве, есть практически в каждой платной поликлинике, и они в этом деле, в общем, уже, по-моему, собаку съели. Вот. И он тебе подберет, если будешь спать СИПАПом, это не очень удобно, потому что поворачиваться, нужно спать на спине приходится. Вот. Значит, ну, в редком случае, если удастся подобрать ротовой аппликатор, это, конечно, идеально, это удобная вещь, не мешается, ну, ничего. Но в большинстве случаев этот самый СИПАП. Вот. И, значит, подобрать правильно СИПАП, маску. Но если человек сбросит вес, то он потом может от него отказаться. Нормализуется сон, если апноэ исчезнут, и он будет нормально. Но если вес не сбросит, он будет спать СИПАПом всю жизнь. Тогда это спасет его от инсульта. Еще одна тема, которую хотела обсудить, это сновидения. Насколько они изучены сегодня? Очень много тоже можно прочитать о снах, что это, например, способ переработки эмоций в течение дня. Читала тоже, что сейчас много развивается каких-то технологий, связанных с управлением сновидениями. То есть, чтобы ты мог в сновидениях как-то менять, я не знаю, траекторию сюжета и того, что происходит, и как бы параллельно находиться в сознании, а не даже во сне. Что вы вообще вот можете сказать об этом? Ну, вообще сновидение – это психологическая проблема. Это же объективное, не объективное состояние, поэтому это предмет психологов.
Я как биолог, я этим не занимаюсь, но у меня просто есть соображение с точки зрения биологического, с точки зрения эволюционного. Значит, у меня есть определение своего сновидения. Я определяю сновидение как особую форму сознания, это измененного сознания. Это аналогичное сознание, это не показывает, что сознание не исчезает во сне, но измененное, да, особая форма измененного сознания, которая возникает у здоровых, нормальных людей именно в состоянии REM-сна или быстрого сна, или парадоксального сна. Только в этом состоянии я считаю это сновидение. То, что считают иногда сновидениями при отчетах испытуемых и пациентов из медленного сна, это я не считаю сновидением, это другое состояние психики. Вот по такому определению. Значит, это результат, с моей точки зрения, биолога, это результат очень сильной активации мозга. Понимаете, состояние REM-сна очень странное состояние. Мозг головной предельно активирован, так как он активен в самом нашем сильном эмоциональном бодрствовании. А спинной мозг полностью вторможен. Спиной. Поэтому Мишель Жуве, который открыл, назвал его парадоксальным сном. Парадоксальное состояние. Чрезвычайная активация головного мозга и полный паралич спинного мозга. Поэтому парализованы, мышцы парализованы, мы лежим парализованные, а голова невероятно работает. Но работает очень особенным способом, там особое возбуждение, не такое, как оно в нормальном бодрствовании происходит. И пассивным результатом. Почему-то состояние у всех животных есть, значит, у них есть всех сновидения. И прямые эксперименты Жуве показали, что кошка, когда определенные вмешательства в головной мозг осуществила, нашел такую точку, то она не может рассказать вам, что ей снится, но может показать своим поведением. Паралич снимается, и она показывает, что она что-то там гонится за воображаемой мышью, убегает от какой-то невидимой собаки, дерется с каким-то невидимым котом. Она этого показывает вам, снято на видео. На кино. То есть, если бы у людей не было вот этого паралича, мы бы тоже разыгрывали наши сны. Мы бы тоже бежали куда-то. Конечно, есть заболевание, когда этот паралич исчезает, это при болезни Паркинсона. И там действительно человек может очень сильно бить руками и ногами. И был известный случай, когда в Америке один старик задушил свою старуху в этом состоянии. И он не помнил. Просто утром проснулся. Но они очень пожилые были, ему уже, по-моему, 90 лет было. Он увидел, что она умерла. Он решил, что она просто во сне умерла. А когда полиция приехала, на ее шее обнаружили его пальцы. И его потащили в кутузку. Несчастного старика, он страшно не мог понять, там переживал. Но, к счастью, его внуки, дети-внуки нашли хороших адвокатов, те нашли хороших, сделали ему МРТ, анализ, и, показали, что у него был инсульт небольшой. И ту точку мозга попало кровоизлияние, которое за это отвечает. У него было растормаживание спинного мозга в этом состоянии, и он какая-то агрессивная, что-то такое ему снилось, что кто-то на него напал, душит, давит. Так что это у человека такая патология есть тоже. Такое явление, как вещие сны. Но я не верю в эти вещи сны. Сами в жизни вы тоже не сталкивались, вы даже знаете, чисто на бытовом уровне. У нас была конференция по сновидениям, у нас раз в 2 года проходит, у нас такая есть Елена Корабельникова, доктор медицинских наук, невролог, она руководитель, научного общества по исследованию сновидений. И она раз в 2 года проводит конференцию, очень интересно, там много выступает из-за рубежа людей по сети. И последний раз была в марте конференция, там тоже выступал, там у меня был небольшой доклад. И там выступал один психиатр из Израиля. Наш человек, который... Он, рассказал такое, мне кажется, это хорошее объяснение. Якобы он из Талмуда прочитал, не знаю откуда. Такой исторический факт, что, когда-то там персидский царь позвал к себе главного раввина, и сказал ему, что ты такой умный, то скажи мне, что мне сегодня ночью приснится? Видимо, хотел его как-то пустить. То он говорит, я тебе скажу, что ночью приснится. Тебе приснится, что ты воюешь с египтянами. Войну ты проиграл. Армия твоя разгромлена. Ты сам взят в плен и обращен в раба. И ты с утра до вечера толчешь в золотой ступе ячменные зерна. Целый день
У него не выходил из головы то, что ему это сказал. И ночью приснился этот сон. Вот он вещи сон. То есть в обратную. То есть вы думаете, это так работает, обратная Да. ситуация? И вот Лена Корабельник тоже уверяет, что это работает в обратную сторону. То есть по ее наблюдениям, сугубо уже клиническим, современным, это так работает, в обратную сторону. То есть человек не помнит, что это такое, а потом ему во сне это, и он думает, что это ему сон подсказал. А на самом деле это было уже у него наяву. Просто он забыл. Мгм. Ну и последний вопрос, Владимир Матвеевич. Что сейчас вообще на повестке в научном сообществе относительно сна? То есть на пороге каких открытий или изобретений мы сейчас находимся? Ну, на пороге открытий. Открытия непредсказуемы. Поэтому интересно заниматься наукой. Что ты никогда не знаешь, что будет, потому что все это неожиданно приходит как... Ну, над чем сейчас работают ученые в науке сна? Во-первых, вот это вот эти препараты, то, что ожидаемо, препараты для лечения, вот эти, то, что я вам сказал, для лечения нарколепсии, явно они проходят уже клинические испытания. Будет это колоссальный сдвиг, будет колоссальная победа. Вот. Потом некоторые все-таки препараты новые, психотропные, более мягкие, можно надеяться, все-таки с трудом пробивают дорогу себе. Но, значит, потом, конечно, очень много работ проводится в области биохронологии, изучения биоритмов на здоровых испытуемых, на больных, как это меняется, как это связано с заболеваниями, как это влияет. Тут прямая обратная связь. Нарушение ритмов вызывает заболевание вызывает нарушение ритмов. Ну и некоторые эксперименты. Но, конечно, очень дело все тормозит то, что сейчас вот на Западе, к счастью, у нас такого нет, это вот наше преимущество, только мы его, к сожалению, не очень используем, так сказать, по ряду причин финансирования, в общем-то. Вот. На Западе это вот сейчас очень затруднена экспериментальная работа. А как можно получить новые данные без экспериментов физиологу? То, что физиолог делает, он же не специально мучает там кошечек или собачек. Он проверяет какие-то свои гипотезы. И чем бы он ни занимался, это обязательно рано или поздно придет в медицину. Но люди этого не понимают. Они считают, вот эти зеленые, они, так сказать, это такая обскурантистская идея, которая в средние века была закамуфлирована в религиозные, так сказать, мантии, а в 21 веке она в мантии защитников природы. На самом деле это чистый обскурантизм, ничего защиты здесь нет. И они очень мешают. Они сумели внедрить во все университеты, во все научные центры такие жесткие методы контроля над экспериментами, что просто их хватают за руки экспериментаторы и не дают возможности работать. Это очень замедляет сейчас науку. Тормозит науку, да, невозможность делать эксперименты на животных. Да, особенно на высокоорганизованных. Понимаете, вот сейчас я, скажем, читаю лекции студентам, показываем картинки, вот как организованы механизмы, которые вызывают бодрствование, которые вызывают сон, медленный сон, парадоксальный сон. Но эти картинки построены на опытах на мышах, ну и на крысах еще, скажем, и перенесены тупо на схему мозга человека. На самом деле на человеке, ну, некоторые вещи, скажем, можно проверить с помощью сканирования мозга. Сейчас, слава богу, метод сканирования. Но далеко не все так одинаково и аналогично. Но не все, да, не все вещи можно проверить, не все так удастся. Там и разрешение пространственное, временное недостаточное, понимаете? Вот, поэтому вот это вот, к сожалению, тормозит, и поэтому сейчас трудно сказать, что можно будет сделать, не обращаясь, так сказать, к изучению мозга приматов, который устроен конструктивно, как наш. А мозг мышей, скажем, а он не как наш. Ну, вы понимаете, мыши совершенно горизонтальные, по-другому, архитектура другая. А у приматов, как у нас, поэтому опыт на них, конечно, они легче переносятся, лучше переносятся на человека. Поэтому это очень сильно тормозит. Вот, поэтому не знаю, как удастся в ближайшее время. Есть ли сейчас какие-то исследования на тему того, чтобы создать, может быть, препарат или, я не знаю, что-то, что поможет нам сократить время сна и не расплачиваться за это потом? Ни здоровьем, ни чем-нибудь еще? Да, вы знаете, да, это тоже интересный вопрос. Я во все время, вот мы все сомнологи, я в том числе говорили, что совершенно невозможно, что сон очень необходимый и в тех пределах, которые наука. А сейчас я по-другому на это дело смотрю. И я вот уже в последних своих статьях и лекциях я говорю, что возможно такой вариант, что в недалеком будущем будут такие препараты, которые будут помогать человеку, по крайней мере, на короткое время,
по крайней мере, частично обходиться без всего сна или без части сна, без всяких последствий для здоровья. Как это было бы круто. Это было бы круто, да. Особенно для некоторых профессий, да. Спасибо огромное, Владимир Матвеевич. Большое спасибо. Пожалуйста.